Ксюш, привет. Ты живешь в Челябинске, до тебя очень непросто добраться, поэтому очень рад нашей долгожданной встрече. Начать хотелось бы с такого вопроса. Слежу за твоими социальными сетями и последняя неделя видал твое туристическое путешествие, просто такое бомбическое. Вот расскажи сама, как, куда ты съездила, как вообще идея пришла о такой поездке, что там было? Привет, Валентин. Спасибо за приглашение. Мне очень приятно сегодня здесь присутствовать на твоем интервью. Мое путешествие, сказать, что оно спонтанно случилось, я не могу. Когда-то, лет 5 назад, я участвовала в восхождении на Эльбрус, и меня очень зацепило это восхождение, и вот 5 лет не отпускала. Надо тренироваться, там, ходила в декрет, но все равно мечтала сходить еще раз. И вот подвернулась такая хорошая возможность, я ей воспользовалась. Мы полетели небольшой группой в Африку, в Танзанию, и совершили восхождение на Килиманджаро, пик Ухуру высотой 5895. В погоне опять за интересными впечатлениями, незабываемыми эмоциями. И, в принципе, я их получила. Что хотела, то получила. Очень довольна поездкой, было очень интересно. Что там было самого интересного? Природа, звери? Самое главное, зачем мы ехали, это все-таки преодолеть себя, испытать свои физические возможности, взобраться, правильно пройти акклиматизацию, взойти на пик, сфотографироваться и, конечно же, виды. Стоять над облаками, встречать рассвет над облаками на высоте больше 5000, это, я говорю, это незабываемые эмоции. Вот за этим, наверное, я туда и езжу. Конечно, природа другая, совершенно другая природа. Люди интересные, тоже совершенно другие. За этим мы ездим, наверное, в путешествия, познакомиться с культурой, и зарядиться. Да, твои небольшие фото, видео, зарисовки оттуда тоже, я думаю, многих поразили. Сафари, да, точно, сафари, точно. Конечно, это как в детстве, детская сказка про Айболита, вот туда сходила. Точно. И знаешь, ты вот сама затронула свою поездку на Эльбрус в 2016 году, правильно? И вот знаешь, в интернете много пишут, что ты туда ездила с гирей. Это правда? Конечно, нет. Нет? Нет, то есть там есть базовый лагерь, откуда совершаются восхождения, и на этот базовый лагерь мы забрасывались на подъемниках. И, в принципе, гиря была заброшена туда на подъемнике. Она там случайно была или Нет, для тебя мы жили в гостевом доме в Терсколе у подножия. И в этом гостевом доме, когда я рассказала, что я поднимаю гирю, хозяин сказал: ага, вытащил эту гирю, давай покажи, докажи, продемонстрируй. Вот. Мы посмеялись, конечно, пришлось продемонстрировать. И тогда просто хотели сделать красивые фотографии на фоне Эльбруса, то есть мы закинули гирю на подъемнике, на базовый лагерь, и буквально чуть-чуть ее протащили вверх, просто для ракурса красивого, и там поподнимала, испытала, что такое на высоте поднимать гирю, задыхаться. Получилось красиво, и история красивая. Да, но тащить на пик, то есть все-таки я же совершаю эти восхождения, чтобы получить удовольствие еще, то есть если, и так, в принципе, нелегко даются эти восхождения, если еще тащить гирю, не знаю, это уже на грани издевательства над собой, не хотела просто этого, даже не планировала. Я сегодня потрогал твой рюкзак, с которым ты путешествовала, действительно, сразу кажется, елки-палки, как ты с ним столько. Только в аэропорту я испытываю неудобства, когда ношу его, а так там же у нас были портеры, которые обязательно должны носить наши самые основные большие сумки. То есть немножко облегчает вашу ношу. Конечно, но у них это обязательно, у них нет вариантов, что ты сам понесешь, потому что это рабочие места для населения. Понятно. И давай перейдем все-таки к спортивной твоей жизни. В этом году спортивная, скажем так, осень для тебя стала очень удачной в плане результата, и не только в плане завоеванных мест, но и в плане твоего технического результата. Это 206 подъемов на чемпионате России и практически сразу 207 подъемов на чемпионате мира. Учитывая то, что этот год был такой в режиме самоизоляции, пандемия у нас бушевала, как ты вышла на такую форму? Может быть, пандемия-то как раз на пользу пошла? Наверное, да, потому что
Тренировки в основном проходили дома. То есть базовый период весной я успела провести в зале с материалами необходимыми, там, штанга и так далее. А основной вот этот период лета подготовки, специальной подготовки, он выпал на тренировки на балконе и в квартире. И как ни странно, мне это очень понравилось. Мне понравилось, что тренировка, она происходит, ну, как бы не отрываясь от основной жизни, что ли, я не знаю. Раньше, я пошла в зал, там, супер сосредоточение там, на тренировке, все, абстрагирование от всего на свете, наушники. А здесь как-то у меня там суп варится, я здесь пойду тренировку сделаю. Ну, не до такой степени, конечно, но проще отношение, что ли, было к тренировкам в этот раз. Но при этом тренировки проходили, ну, в таком в настоящем тренировочном режиме, да? Конечно, то есть не конечно. то, что какие-то упрощенные физкультуры. Нет, работы были проведены очень серьезные, то есть балкон этому не мешал, то есть дверь закрывается, семья остается за дверью, и я как бы ухожу в эту тренировку. Нет, никаких поблажек, ничего не было. То есть я планировала, хоть сезон и получился непонятно, но я планировала в этом сезоне вернуться, выступить, очень хотелось. И поэтому все для этого было сделано. Ну, то есть еще раз показывает это то, что наш вид спорта в плане инвентаря и каких-то приспособлений не очень прихотлив, да, и можно тренироваться удобный, да. прямо, то есть на балконе, да, основная часть тренировок? Да, основная часть на балконе, потому что как раз лето, была хорошая погода, мне повезло с этим, то есть как раз сентябрь еще тоже было тепло, вот мой зал был, это мой балкон. Ну, сейчас ты перебралась в спортивный зал? Да, конечно, как раз за 2 недели до чемпионата России, может, за 3 недели я перевезла все свои игрушки обратно железные в зал, да. Хотя за неделю до выезда на чемпионат России у нас прошли бешеные дожди, и этот зал затопило. И за неделю до соревнований я обратно эти гири тащила к себе на балкон. То есть разминочные все тренировки опять происходили на балконе. Понятно. Не одно, так другое, да? Да. Ясно. Смотри, что в 2017 году ты стала мамой. И, соответственно, выпала немножко из тренировочного, соревновательного процесса. Вот расскажи, насколько быстро ты вернулась обратно хотя бы к тренировкам в спортзал, и, ну и как быстро у тебя проходило восстановление, вот набор формы? Ну, на тренировки я вернулась достаточно быстро, то есть ребенку было месяцев 5, наверное, я уже прибежала в зал. Ну, сейчас я уже оцениваю, что немножко поторопилась, потому что кое-какие упражнения все равно не нужно было там на пресс, например, делать. Сейчас есть, так скажем, небольшие неудобства, что мне многие упражнения на пресс делать нельзя, например, теперь. Вот. Но само восстановление происходило долго, тяжело, потому что у меня есть небольшая травма плеча, даже не буду подробно всех рассказывать, но у меня ребенок такой толстенький, так скажем. Она весила очень много, набирала очень много веса, и вот это все на руках постоянно. А лялька, я думаю, что больше не тренировки, которые я пыталась возобновлять, давали болевые ощущения в плечо, а то, что ребенка постоянно носила на руках. Я помню, что вот только набираешь немножко в гирях, раз оно болеть начинает, откатываешься назад. И вот качели такие около года получились, вот 18-й год. То есть я планировала в 17-м году, хотела вернуться, это казалось нереально. То есть только в 19-м году более-менее что-то весной там я начала показывать, когда ребенка с рук, наверное, спустила, и плечо перестало так сильно беспокоить. Вот. Отлично. Смотри, давай немножко вернемся чуть раньше, когда ты начинала заниматься. Ведь гиревым спортом ты начала заниматься еще у себя дома. Жила ты не в Челябинске. И начинала заниматься со своим отцом, правильно? Да, верно. Попала к нему в команду и потом переехала в Челябинск, только когда поступила учиться. Это в возрасте 18 лет, правильно? Вот каких результатов ты успела достичь до того, как ты переехала? Получается, школьный период, тренировки в основном происходили с гирей 16 килограмм, тогда еще, да, это начальный мой период.
Нужно вспомнить, то есть поступала я в 2007 году. Как раз я примерно тогда только начинала поднимать гирю 24 килограмма, вот только-только, наверное, потому что тогда проходили первенства России, Европы, мира, это все было на 16 килограммах. Ну, тогда результаты это были там чуть за 200. Ты юношеские имеешь в виду? Юношеские, да, до 18. Вот тогда я выступила, и все, стала студенткой, перешла на гирю 24 килограмма. То есть первые результаты, ну что-то не помню, в районе 60, может, подъемов чуть больше. Это в каком году? 2007 год, по-моему, Кубок России в Калуге он проходил. Да, и вот тогда я подняла 68, что ли, подъемов 67. Я помню, что мне очень много не засчитали из-за фиксации, что я потом наподнималась и с опухшими такими локтями. И на тот момент ты еще тренировалась, это до переезда в Челябинск еще было? Наверное, кубок уже осенью проходил. А если это осенью, то уже начало учебного года. Я думаю, что я уже ходила в новый зал в Челябинске. А вот с шестнашками где ты успела повыступать? Шестнашками, 2005, ну вот в 10 классе, в принципе, я пришла в гиревой спорт. То есть я, в принципе, начала раскачиваться. Я думаю, что это были областные соревнования. Да, ну и юношеские, сельские, наверное, российские. И вот, наверное, успела юношеский зацепить, да. Какой лучше был на тот момент результат на шестнашках? На тот момент, надо вспомнить, первенство России, ну 190 с чем-то я подняла, и тогда выиграла. Не набирала, по-моему, нет. То есть это позже было чуть-чуть. Хорошо, когда ты приехала в Челябинск, ты стала тренироваться под руководством Ивана Денисова. Да, у Ивана Денисова я тренировала в зале. Да. И вот в дальнейшем, то есть сейчас как? Сейчас ты тренируешься под чьим руководством? Сейчас я вернулась под руководство папы. Но в основном, конечно, уже по истечении такого промежутка времени тренировочного больше сама пытаюсь корректировать свою подготовку, потому что все-таки лучше себя, ну, никто не чувствует тебя лучше, чем ты, да, в моем случае так. Но, конечно, корректировки, постоянные звонки, приезды в зал к папе до сих пор осуществляются, то есть до сих пор мне оказывает серьезную помощь. Он детский тренер, и вот какие-то моменты, особенно технические, постоянно может мне указать на них. Понятно. Ну и вот давай тогда немножко о методиках тренировок поговорим. Вот как раз с момента переезда в Челябинск твой результат просто сразу взлетел, ну скажем так, на серьезный, на высокий уровень. И с 2009 по 2016 годы ты, в общем-то, выигрывала все чемпионаты России, Европы, мира. И вот, то есть уже такой довольно длительный период, и вот после возвращения, после пропуска 2017-2018 года ты вернулась в 2019 и в 2020 опять вышла на прямо уже не просто хороший, на отличный результат, рекордный. Вот немножко о методиках расскажи, вот как ты тренируешься, как твоя, давай с недели начнем, вот как неделя тренировочная. Да, общую, информацию. Ну, тренируюсь я, в упражнении выполняю только рывок, то есть я не толкаю гири, и в зале непосредственно с гирями я выполняю 3 тренировки. 3 тренировки в неделю, обычно у меня понедельник, среда, пятница, гири. В этом году еще появились интересные тренировки у нас по воскресеньям, нон-стопы наши, онлайн-тренировки, очень классные. Я прям чувствую в подготовке, они полезны, дают очень много. Ну это в 2 словах давай расскажем, что это такое, то есть это, что из себя представляет эта тренировка? Эта тренировка представляет собой непрерывное поднятие гири разными упражнениями. Да? То есть мы выполняем комплекс разных упражнений, который включает в себя круг, да, круг. Разные упражнения непрерывно, минут 40-50. Да. От 30 минут до часа выполняется упражнение. Гиря она не ставится на пол, то есть мы приседаем с гирей, мы ее рвем, мы ее толкаем, что мы с ней только не делаем. Да, но гиря легкая, то есть вот я беру 12 килограмм.
И вот к специальной выносливости очень хорошо помогают эти тренировки. Так, дают. вот тогда именно о рывковых тренировках. То есть, знаешь, по комментариям в социальных сетях, то, что пишут под твоими результатами, под твоими видео, многие говорят, что парни, мужики не могут столько добиться таких результатов с 24-кой, как у тебя. Вот, поэтому очень бы интересно, какие объемы ты делаешь на тренировках. Ну и плюс рывок, он все-таки тренируется немножко не так, как толчок. То есть что это? Много коротких подходов, один длинный или это какие-то комбинации, что это? Как выглядят твои рывковые тренировки? Это будет зависеть от периода, в котором я нахожусь, к подготовке к определенному старту. То есть вот есть старт, я наметила, что буду там показывать какой-то результат, если не промежуточный, серьезный результат. Все, я устраиваю подготовку периодами. Непосредственно специальный период, где основная работа происходит с гирями, он включает в себя длительные тренировки, да, то есть вот сейчас появилось упражнение, армейский рывок, да, дисциплина. Я, допустим, в своей подготовке всегда использовала вот этот подход, то есть с перекладкой. Ну, у меня всегда фиксировано через минуту. То есть разные гири, разное время там, и наращиваем результат. Также, ну, конечно, все основные методы тренировки используются, пирамиды и наши и интервалки и так далее. Все будет зависеть, я говорю, от периода подготовки. Ближе к соревнованиям включаем больше скоростной работы. На соревновании далеко, сидим на объемах, на хороших. Объем, опять же, как? То есть это какие-то... Вот армейский рывок я использую. В основном армейский рывок. Либо прорываю руки, наши предплечья, нашу самую главную мышцу, на легких гирях. То есть начинаю там с 12 и поднимаюсь 14-16, прорываю, вот прям на максимум беру, и сколько моя рука выдержит. Это 16. Сколько примерно получается? Ну вот 16 килограмм раз по 200 на руку. Есть... Это за какое время? Это не за какое время. Это ну, то есть просто не засекаешь Не время, засекаю, да? просто вот прорабатываю руки, да. 18 еще пробовала также. Ну, а какие-то, может быть, специальные дополнительные упражнения, ОФП какое-то секретное, я не знаю, просто, может быть, махи какие-то отдельно делаешь? Вот, ну, то есть какая-то специальная, многие кисть тренируют отдельно, спину, что-то такое. Чего-то специального, секретного, я не знаю. Нет, мои тренировки открыты. Ну, может, не то, что секретно, но на что ты делаешь акцент? Вот, наверное, беговые, рывок, может быть, беговые да? упражнения. То есть в основном это все-таки вот просто рывок и да, беговые, да, конечно. Основные методы тренировочные. То есть, в принципе, тренировка у тебя длится не очень долго? То есть Нет. порвала, побегала? Да, размялась, побегала, размялась, побегала, размялась, подняла гирю, какой-то ОФП, заминка, еще немножко побегала. И вот такой режим тренировок, он у тебя на протяжении всей твоей спортивной жизни был? Каких-то не было так, что в какой-то период закладывались какие-то прям огромные объемы нагрузочные, и потом уже вот как-то ты их использовала и уже перешла на такой более легкий режим тренировочный? Я думаю, нет. Вот есть сезон, и вот в сезоне вот эта вот моя периодизация выстроенная, она всегда примерно такая же была. Единственное, что, я говорю, возможно, сейчас тренировалась, когда на балконе, беговую разминку и заминку я не делала, чтобы не спускаться с квартиры. По балкону не бегала, да? Вот, может быть, вот это упразднилось. Ну, кардиоразминка с гирей тоже происходила с легкой. То есть какие-то такие мелочи. Но что-то такого, что вот прям кардинально. Менялись техники в свое время, То есть в какой-то период добавлялись немножко другие тренировки. Папой, например, вот когда меняли с ним технику. И он сказал: так, ноги тренируешь, ноги, пусть будут здоровые ноги, но они сильные, пусть они поднимаются. И вот, в принципе, работа на ноги добавлялась. Вот по технике давай тогда немножко чуть отдельно как раз поговорим. Вот что в технике, что-то сможешь объяснить, вот грубо говоря, на пальцах, что, какие важные моменты в технике рывка есть, на которые нужно обращать внимание в подготовке? Ну, самое главное, наверное, все, кто много рвут, знают это, что это циклическая
гибкое упражнение, да, самое главное мышцы включать, выключать, включать, выключать. То есть постоянно в напряженном состоянии невозможно поднимать много, легко и на протяжении длительного периода. Вот. Наверное, это самое главное. Магнезию свою найти, это тоже очень важно. Так, то есть именно магнезию найти или научиться хорошо натирать гирю? Мне кажется, магнезию найти. То есть вот твоя, чтобы вот прям сделал контрольную тренировку, работает, и вот все, только с ней ехать на соревнования. Потому что вот я когда в 2019 году, помню, возвращалась, я вообще какая-то вернулась на помост непонятная, и приезжала на соревнования и просила там друзей готовить гирю, приготовить гирю, то что все забыла, ничего не помню. И они готовили своей магнезией, и я понимаю, что это, я удачливая, то есть мне подходила эта магнезия. Потом уже я оцениваю, что думаю, это так-то абсурдный такой немножко поступок. Ну вот знаешь, как раз в эту тему вспоминается история. Мне как-то тоже пришлось тебе готовить гирю. Ну, не пришлось, а посчастливилось. Но тогда ты мне дала свою магнезию, говоришь, вот на, подготовь, и ты дала ее мягкую, по-моему, кубик даже это был. Я кубиком никогда не пользовался для подготовки гирь, я его не умею натирать. Я начинаю натирать, у меня не получается, она скользкая становится. Я думаю, елки-палки, сейчас Ксюха меня убьет после такой подготовки. По-моему, было это даже, наверное, в Челябинске. Это, может быть, был, когда проводили этап Кубка мира. Вот, наверное, один из, может быть, из первых, которые там были. И тогда я подготовил как мог на такой магнезии. И ты закончила, порвала, показала очень хороший результат, и говоришь, о, так здорово было натерто. Я думаю, как так? По-моему, она вообще была голая, лысая душка. То есть, в общем-то... Это все очень индивидуально, да. И, конечно, я знаю, как надо подготовить, но все равно же это нагрузка на предплечье дополнительная перед выступлением, и зачастую спортсмены просят о помощи. И вот в 2019 году я прибегала к помощи постоянно, но вот в этом году я опять подошла основательно, думаю, так, все, ты знаешь, как магнезия должна лечь, какая должна быть магнезия. И на чемпионате России, на чемпионате мира я уже сама пыталась, сама решила готовить, да, подошла по-другому. Вот, поэтому вот один из важных моментов, я считаю, что магнезия, да, и следить за расслаблением при выполнении упражнения. Самое главное, быть уверенным в себе. Если ты уверен технически, физически в себе, то вообще все дороги открыты. А еще расскажи про бег. Вот в тренировках ты сказала, что в основном у тебя рывок и бег. Вот бега тоже какие? То есть, я так понимаю, ведь это ты не просто трусцой бегаешь после тренировки, а какие-то более быстрые, может быть, длинные. Вот какие бега у тебя бывают? Разные, включаю беговые тренировки. На тренировках я слежу за пульсом. Пульсометр и стараюсь тренироваться по пульсу. То есть тренировка одна длительная, там, на низком пульсе, там, не знаю, в районе 10 километров там я бегу. То есть не на результат, а просто слежу за пульсом, там, до 140. И в таком случае за сколько ты времени пробегаешь? Чуть больше часу. То есть я могу из часа выбежать, но тренировку я строю вот так, да. Еще что-то типа темповый. То есть я бегу короткий отрезок, но стараюсь там ближе к пределу. Короткий? Километра 2-3, может, максимум. Ну и то есть это весь бег на этот день, то есть это 2 километра? Да, размялась тихонечко, прорвала себя, так скажем, и заминочка легкая, да. То есть раз в 2 недели, раз в неделю такие тренировки делаю. Ну, сейчас по снегу так не поделаешь, летом практиковала. Вот. Ну, то есть интервальных пробежек нет у тебя, интервалами не бегаешь? Нет, вот это игра скоростей. Ну, а вот, например, длинный, ту же десятку более быстрым темпом не пытаешься там за 40 минут пробежать? Нет. То есть таких тоже нет? То есть, в принципе, вот я выполняю упражнение 10 минут, вот я и бегу темпарь в районе 10 минут. 2-3 километра как раз. 2-3 километра, и если длинный, то ты никуда не торопишься, Никуда правильно? не тороплюсь, да. И восстановительные кроссы тоже, на пульсе до 130, там ползаешь, восстанавливаешь сердечко. Это какую дистанцию? 5-7, наверное, это максимум. Ну и вот опять же в течение недели сколько ты таких бегов делаешь? Именно Вообще в дни тренировок? 2-3 тренировки беговые в неделю я делаю.
Это в те же дни, когда ты тренируешь рывок, да? Нет, это в отдельные дни. То есть, в Отдельные принципе, у дни. тебя спорт Каждый присутствует день, каждый день, да? каждый день, Дозированно, но понемножку, да, да? понемножку, да, Мгм. аккуратненько. Понятно. Теперь вот знаешь, какой вопрос? Смотри, у тебя, в общем-то, вот как мы уже поговорили, основные выступления с гирей 24 килограмма, ну, пробный такой старт был в 2007 году, ну, а потом с 2008 года первый твой чемпионат России был в Сургуте, где ты уже сразу поднялась на пьедестал, и 2008 год, он для нас запомнился тем, что девушки на чемпионатах России впервые стали выступать с гирей 24 килограмма. И вот это я говорю к тому, чтобы вот сказать, что как раз ты начала свою, скажем так, спортивную карьеру, и в женском гиревом спорте произошел такой перелом, то есть ты не попала на чемпионаты с шестнашками. И вот, ну тут, во-первых, вопрос, ты как-то вот, ну было ли такое, что вот вроде бы всю жизнь было на шестнашках, а как только ты дожила там до чемпионатов России и раз ввели 24-ки, вот каких-то таких вот немножко, может какой-то жалости, обиды, что-то такого не было? Я думаю, нет, потому что я тогда была начинающий спортсмен. Вот что говорят, то и поднимаешь, а что говорят, то и делаешь. Нет, не ощущалось такого. Я вообще не помню особо своих ощущений тогда. Мне кажется, просто папа сказал, я поднимала. Папе нравилось, я поднимала. Ну, то есть, видимо, к шестнашкам привыкнуть не успела, да? Вообще, да. То есть вот этот переход на 24-ку, он может, и был спонтанным, но я говорю, так как я была начинающей, то есть не было такого, что я вработалась, что у меня там уже что-то как-то А вот смотри, сформировалось. а сейчас, вот сейчас уже по прошествии стольких лет, в общем-то, к 200 девушки уже подбираются, ну, скажем так, это не единицы. Вот, кстати, можно тоже отметить, ведь ты была первой среди девушек, кто порвал 200 подъемов. Но сейчас уже вот есть, вот даже на чемпионате России 199 подъемов было, по-моему, 4-м местом, да, в этом году, да, в твоей весовой 198. категории. И вот если сейчас, в принципе, разговоры об этом идут, если сейчас возьмется курс на утяжеление гирь в женском гиревом спорте, как ты к этому отнесешься? Будешь ли готова выступать на более тяжелых гирях? Ну, это же развитие. Правда, вид спорта не стоит на месте, развивается. То, что он усложняется, это правда нормально. Ну, конкуренция выросла, и в принципе, ну а что делать? А что делать, если вот уже все будет упираться в момент фиксации? То есть это же не так интересно, мы же все-таки свои физические возможности испытываем, показываем результаты. Поэтому если сразу 32 килограмма, наверное, это будет жестковато. А так, в принципе, не знаю, мне кажется. Ну, а сейчас на тренировке пробуешь или практикуешь вообще вот какие-то более тяжелые гири? Ну, когда-то до декрета, мне кажется, я вставляла тренировки с гири 32 килограмма, но это не было, что вот я прорывала себя на максимум. Так вот, по чуть-чуть, там, по 10, по 15, по 20 раз. Ну, с 24-кой, конечно, работы много делаю. Поэтому, в принципе, если она чуть-чуть утяжелится, я думаю, ничего страшного. Зато, опять же, будет момент выявления сильного по физическим возможностям. Ну, все-таки немножко, скажем так, вид спорта или дисциплина нашего вида спорта, она немножко видоизменится, да, то есть это уже наверное, да. Функциональные особенности немножко другие будут. Конечно. Но, тем не менее, ты к переменам готова, да, к любым? Да, рывок, толчок, конечно. Хорошо, вот дальше вопрос, ну ты немножко уже обмолвилась по поводу толчка длинным циклом, его ввели тоже вот не так давно, с 2018 года, вот, ну тут сразу как бы такой вопрос, во-первых, сама, я так понимаю, не очень практикуешь, да, ну вообще, пробовала ли ты толкать длинным циклом? Да, пробовала шестнашки, давненько очень. И просто толчок, мне кажется, в 2012 году одну гирю я что-то там толкала. 22 килограмма, 24, но одну. Вот одна гиря, я бы, наверное, посомневалась, если будет вводиться такое упражнение. Толчок одной гири. Посомневалась в какую сторону? Что наоборот это хуже? Не стала бы, да. Потому что я помню, что я это делала, и я помню, что не сильно мне нравилась вот эта вот однобокая нагрузка, односторонняя.
Вот, а 2 гири, в принципе, если ведут, что делать? Будем тренировать, Нет, да. его ввели-то уже Его ввели, то есть ведут длинный цикл, толчок, да. да-да-да. Ну, то есть, а сейчас ты вот 24-ки, например, пробовала, какие-то результаты уже пробовала показывать? Нет, я просто один раз с тренировки подошла, их забросила. Такая думаю, ладно, потом, когда надо будет, начну. А так, с легкими гирями на технику, иногда я вот по весне я делала, то есть чисто на технику, десятки, двенашки, там, 14, но так, чтобы вот прям полноценной тренировки пока не включала. Пока вот, я говорю, вот есть старт у меня, и я вот что-то к нему целенаправленно готовлюсь, ничего дополнительного. Ну, а вот про двоеборье ты сама обмолвилась? Да, то да, есть, да, ты заговорила. ведут- Если ведут, что делать? Будем толкать. Будем толкать Будем тогда, да? толкать, что делать. Все понятно, готовы на все, это радует, на самом деле, оптимистичный настрой. Смотри, еще хотелось бы поговорить на такую тему. Опять же, из женской части нашего вида спорта, про весовые категории. Их тоже с того же 2018 года их обрезали, их стало в 2 раза меньше, оставили всего 2 весовые категории. Вот ты именно как участница соревнований, вот, ну, скажем так, давай попробуем абстрагироваться от того, что, ну, банальное представление, понятно, что если меньше весовых категорий, то меньше первых мест на всех участников, правильно? Но вот именно с точки зрения выполнения упражнений, с точки зрения ну, здравого подхода к конкуренции, вот весовых категорий как должно быть все-таки, как сейчас, 2 или больше? Именно для нашего вида спорта. Для нашего вида спорта. Ну, не знаю, когда их стало меньше, конечно, чуть-чуть мы подрастроились, но тогда я как раз в декрете сидела, я-то особо не расстроилась, я со стороны наблюдала за всем этим. Но опять же, вот происходит изменение, не знаю, человек такое существо, ко всему адаптируется, ко всему привыкает. Вот в этот раз я выходила и уже не думала об этом, сколько там весовых категорий и так далее. Оно вообще, наверное, конечно, более массовый вид спорта, больше народу. Это интереснее, когда больше весовых категорий. Больше весовых категорий. Больше, то есть будет больше народу, да? Больше народу, больше. Но он приезжает на соревнования, оценивает свои результаты, что как бы... Точнее, он едет уже на соревнования, оценивая свои результаты. Ну, то есть больше возможностей получить и побороться за места. Да, быть ближе, да, там не 10-м, а 6-м, например. Ну, а вот с точки зрения именно специфики, то есть вот как, если мы возьмем, ну, к примеру, тяжелую атлетику, да, у них там весовых категорий гораздо больше. И у них, кстати, равное количество весовых категорий у мужчин и у женщин, но у них зависимость, скажем так, возможностей спортсмена, она пропорционально с весом спортсмена. То есть чем больше объем мышечной массы, тем больше они поднимают. Применимо ли это к нашему виду спорта, и в частности, вот, ну, пока что мы про рывок говорим, то есть вот в рывке, я почему спрашиваю, потому что многие говорят так, что в рывке без разницы весовая категория, все эти легковесы, они могут рвать столько же, сколько рвут ну, более тяжелые спортсмены, более крупные спортсмены. Вот как у тебя к этому отношение? Ну да, мы же знаем, что наш вид спорта на выносливость, поэтому мышечная масса тут, большая мышечная масса не сильно-то решает. Ну тут все-таки как бы я взгляд немножко с другой стороны вставлю. С одной стороны он на выносливость, но с другой стороны у нас, ну в отличие, например, от легкоатлетов, у нас есть снаряд, который имеет вес. То есть тут с одной стороны выносливость, а с другой стороны, ну более крупному спортсмену может быть этот вес легче подниматься. Вот в чем вопрос. И то есть, допустим, твоя сейчас весовая категория до 63 килограмм. Вот девушкам, которые весят 50 килограмм, вот им же тяжелее, тяжелее поднимать такую же гирю 24 килограмма. Ну, по идее, да. Ну, а с другой стороны, смотришь на статистику, смотришь на девчонок, на худющих, таких как Щербина, Джанита, да, чем она поднимает? А поднимает много, очень много поднимает. Поэтому я не задавалась особо этим вопросом. Но даже не знаю, если честно, как лучше будет нам. Понятно. Ну, в общем-то, то есть, в принципе, все... Я думаю, в рывке ну, не сильно, наверное, это сказывается. Ну, хотя, с другой стороны, это может быть какие-то индивидуальные особенности этих спортсменов худых.
В таких упражнениях, как толчок и длинный цикл, конечно, там, я думаю, что решает. Ну да, ну то Весовая есть, однозначно. опять же, то есть сейчас вот с введением длинного цикла у девушек, то есть, в принципе, тут может разговор о весовых категориях немножко по-другому, да, строиться? Думаю, да, потому что толкать 2 гири 24 килограмма все равно. Вот там уже масса нам нужна мышечная. Хорошо. Дальше вот еще хотелось бы знать, смотри, что ты уже в спорте ну, довольно много лет, очень опытный спортсмен. А как у тебя обстоят дела с тренерской деятельностью? Занимаешься ли ты, вообще практикуешь ли тренерскую деятельность? Онлайн-программирование я практикую, то есть планы, анализ техники, так, чтобы вот прям тренер, я пока, думаю, не пришла к этому, не доросла. Пока? Или, ну, то есть какие-то планы на будущее есть или желания нет просто? На самом деле большого желания идти в зал работать тренером, к сожалению, к счастью, не знаю, нету. То есть мне, в принципе, мне нравится помогать, мне нравится, вот я говорю, составить программу, мне интересно. Ну, не знаю, буду ли основательно жизнь с этим связывать, не уверена. Ага, но программу ты имеешь в виду составлять и вот анализировать технику уже спортсменов, ну, скажем так, не новичков получается, да? Ну да. То есть, в принципе... То есть подкорректировать да. уже каким-то сложившимся спортсменам? Да. Ага, и тогда вытекает логичный следующий вопрос. Все-таки спортивная карьера, она тоже не бесконечная. И вот ну, по завершении спортивной карьеры, что дальше планируешь? Со спортом вообще завязать? То есть если тренерской деятельностью не планируешь заниматься, что вот твое отношение, ну, в частности, с гиревым спортом будет каковым? Так далеко не загадывала, но говорю, вот тренером себя не вижу, не знаю. Это вот прям призвание какое-то, я смотрю на своего папу, там, это призвание, а в себе я его не вижу. Ну и совмещать, правда, свои тренировки с тренерством, вот, мне почему-то тяжело это дается. Меня очень увлекла в последнее время спортивная психология. Я не знаю, пока мне это просто вот на уровне, интересуюсь, интересно, и может быть, было бы здорово, наверное, если бы это не угасло это желание, я бы хотела вот в этом направлении именно стать спортивным психологом. Интересно, просто вот пока интересно, да. А так, что вот точно я знаю, что после завершения работы я буду делать вот это, вот заниматься вот этим, такого нет. Есть... А вот смотри, сразу такой вопрос. А востребован ли спортивный психолог в Челябинске? Ну, может, в нашем виде спорта не сильно востребован. Но в целом другие виды. Я думаю, он везде должен быть востребован, да, потому что это очень важная составляющая подготовки спортсмена. Я это прям испытала, почувствовала. Хорошо. Ну и давай немножко поговорим о твоей семье. У тебя муж тоже профессиональный спортсмен, легкоатлет. Как два спортсмена уживаются вместе, тем более с таким, я так понимаю, у него график жизненный и особенно командировочный тоже довольно активный. И вот как вы так строите свой быт? Ну, до появления ребенка было все намного проще. Один уехал на сборы на соревнования, там, другой уехал на сборы на соревнования. Ну, даже хорошо, отдыхали друг от друга. Выходные там отдельно провести, для нас это тоже было как бы нормально. Но вот с появлением ребенка все равно приходится жертвовать, чем-то жертвовать. И в этом сезоне, ну, у мужа, так скажем, сезон похуже складывался, у них соревнования вообще практически все там отменялись. Рабочие соревнования, потому что на соревнования уровня там, России он не планировал выезжать в этом году. И поэтому, в принципе, он немножко, так скажем, пожертвовал своей подготовкой. Дома, да? Пожертвовал своей подготовкой, потому что он видел, какая жена вот с такими глазами. Мне надо съездить, мне надо выиграть, мне надо попробовать, я хочу, мне надо. Он так посмотрел, ну, наверное, придется тебе помогать. И он на самом деле очень помог. То есть ребенок ночью не спит, это нормально для маленьких детей, а у меня завтра контрольная тренировка, все, мама спит, папа пошел ребенка успокаивать, потому что, ну,
по-другому, наверное, никак. Мгм. Потому что Ну, то два есть спортсмена — это такое вот очень тяжело. понимание Это есть, да? очень тяжело, да. Ну и, соответственно, когда ему нужно на тренировку, ты тоже Да, теперь вот ему надо подстраховываешь, будет да? на тренировку, а я Мгм. буду дома сидеть. Ну, а вот сейчас тебя уже начало года, еще только буквально сразу после Нового года ты уехала в такой туристический поход, через половину планеты, наверное, да, проехала. И то есть сейчас дома без тебя пока, да, семья без мамы. Да, маме решили, что маме тоже надо отдыхать. Мама отпросилась, маму отпустили. Ну, бабушки, родители, конечно, с Подключаются, пониманием да. относятся. Они, может быть, не сильно принимают мои варианты отпусков, но понимают, не мешают, как бы помогают. Ну, очень здорово. И такой вот вопрос немножко, может быть, о будущем. Вот свою дочь планируешь ли ты отправить в спорт, чтобы она стала спортсменкой именно профессиональной? Ну, вот сейчас мы на нее смотрим, она поет, танцует, такая творческая, такая толстенькая, не хочет ни на велосипеде ехать, ни бежать, не видим мы предрасположенность. Конечно, мы все ей покажем, везде дадим возможность попробовать. Но как когда-то меня, вот так вот, в вид спорта, в спорт за шиворот. Так, да? Да, ну, как бы, ну, в принципе, нет, потому что я родилась в семье учителей физкультуры, и это когда это с детства, это все родным становится. Ну, ну, вот именно в ГИРе. Я помню, что в ГИРе я не по своему, так скажем, желанию пришла, и долго находилась там не по своему желанию, пока все-таки ну, свои какие-то интересы там мне не появились. Поэтому я говорю, препятствовать ни в коем случае мы не будем. Но если она захочет идти в театр, пойдем в театр. То есть так, в принципе, мы вот вводим сейчас ее в бассейн. Все-таки для развития ребенка, мне кажется, и физически, и... Ну, сейчас ей только 3 года, понятно, что в 3 года она Да, не скажет, да, что да, я бы да. хотела гири Ну, поднимать. Когда она видит видео, как поднимает мама гири, как маму награждают, она воодушевляется, берет копилку, вот эту пластиковую гирю, поднимает ее, потом залазит на тумбочку, и мы ее награждаем, медальки ей вешаем. То есть, ну, как бы живет нашей жизнью, Так, пытается ее вот проживать. тогда, опять же, закономерный вопрос. У вас в семье, ну, скажем так, общее семейное желание, чтобы дочь пошла в гиревой спорт или в легкую атлетику? То есть у вас все-таки такая дилемма должна В возникать. лыжи. Мы в лыжи даже. хотим. А почему лыжи? Ну, не знаю, это такой вид спорта какой-то родной для наших семей, потому что у меня муж в молодости занимался, до легкой атлетики занимался лыжными гонками. У него брат старший, у меня папа, у меня мама учились в спортивном училище на отделении лыжных гонок. То есть вот лыжи, вот сейчас начинаются соревнования, трансляции, мы все сидим, наблюдаем. И как-то вот просто какой-то такой вид спорта родной для наших семей. Ну и сейчас папа у меня тренер не только по гиревому спорту, но и по лыжным гонкам, детский. То есть мы катаемся на лыжах каждую зиму, да. Но ребенок говорит, не хочу, не пойду. Ну, опять же, для лыж 3 года еще просто... тоже может быть рановато. Да, конечно. Поэтому как захочет, так и будет. Ага. Ксюш, ну на этом вопросы у меня закончились. Пожелаем тебе спортивных успехов, продолжать радовать нас своими результатами, ну и твоей семье, естественно, здоровья, процветания, всей семье спортивных успехов. Спасибо большое. Будем работать, будем стараться. Спасибо.